Это что? Это реально кольцо поршневое. Ну это же хорошо. Да. Это вообще что-то ума непостижимо. Либо это, то есть, не лазили и уже подходил, и они дошли. Разбор-груз. Channel about trucks. Разбор груз. Канал о грузовиках. Друзья, всем привет! Сегодня у нас новое видео. Напоминаю, что ваши лайки, комментарии и подписка на канал очень-очень важны для нас. Ваша активность помогает нам выпускать новые видео, и без вас, в принципе, этого бы ничего не было. Огромное спасибо тем, кто нас поддерживает, и мы начинаем. Приятного просмотра! Всем привет! И сегодня притащили ко мне вот такой вот DAF. DAF 106. Резкий хлопок и ушел антифриз. Я уже сделал небольшую диагностику, посмотрел, что там заглушки повыскакивали. Снял форсунки и увидел оборвана одна гильза. Клиент сказал, что он делал ремонт двигателя не так давно и прошел после этого 1020, наверное, 15-20 тысяч. Из-за чего это случилось, то есть по гарантии он поехать не захотел, приехал ко мне. Сейчас будем выяснять, что же у него там случилось и по какой причине все это произошло. А вы не забывайте подписываться и ставить лайки. Основная задача сейчас это снять ЕГР, открутить выхлоп. С той стороны впуск, в принципе, открутить там немного, топливка уже откручена. И откручиваем головку, все. В принципе, делов немного, 5 минут и готово. Что-то все падает. Тяжеленько. Сколько лет? Чуть-чуть. Нихуя. Тяжелый. О, как снимается крышка вместе со всем. Так. Вот заглушки все повыдлетали. Такой был гидроудар. Мощный.
гильза, был гидроудар, то есть поршень, поднимая вверх, всю компрессию дал на систему охлаждения. И вырвало, то есть обычно шланги вырывают, а здесь заглушки повыскакивали. Сбоку заглушки повыскакивали, сверху. Ну, то есть, понимаешь, там было такое сильное давление, чтобы отбивало все заглушки. Ну, какие могли, слабые, и все, у него просто антифриз вытек наружу. Ну, и частично масло. Вот такие дела. Вот заглушки. Одна, на место ставим и сразу. Забили, все, готово. Ой. Проще открутить надо, противнее. О, мои впалы, а? Короче, кто-то тут набедокурил. Ну, тут все серьезно. Гильза треснула, получается, вот так поверху. Опустилась чуть ниже и снизу все тоже поломала. А что в первую очередь началось, что во вторую, надо будет посмотреть. Сейчас достать надо поршень, чтобы понимать. И он уперся у нас в блок. Повредил он там что или нет, пока непонятно. Вот даже кольцо вылезло. Камеры я его видел. А так у него, да, он заклинил и не крутился, ну, тоже уперся. Как мне это сейчас доставать его, я пока не понимаю. Наверное, вниз проще. Писец. Походу, шатун, что ли, открутился или что? Из-за чего это, блин? Гильзу, наверное, можно и достать. Почти. Друзья, если вы часто за рулем, то одна вещь точно должна быть в вашей машине. Я думаю, что вы согласитесь со мной, это хороший видеорегистратор. Я сейчас пользуюсь видеорегистратором Neoline Flash 2K Wi-Fi. До этого у меня был видеорегистратор того же производителя, вот такой вот красивый, но я решил немного обновиться. Мне нравится, что Neoline Flash 2K Wi-Fi вообще не отвлекает от вождения. Он очень компактный, аккуратно прячется за зеркалом заднего вида и автоматически начинает запись. Главная фишка — съемка в 2К с HDR, поэтому картинка остается четкой даже ночью, против солнца или при резкой смене освещения. Это как раз те ситуации, где обычные видеорегистраторы часто подводят. А широкий угол обзора захватывает практически все, что происходит перед автомобилем. Еще удобно, что здесь есть Wi-Fi. Вам не нужно доставать карту памяти из устройства. Просто открываете приложение на своем смартфоне, находите нужный видеоролик
и скачиваете, либо сразу отправляете, куда вам необходимо. Плюс режим парковки и датчик удара. Если с машиной что-то произошло в ваше отсутствие, регистратор сохранит запись этого события. И это очень полезная функция. Если вы давно думали приобрести себе видеорегистратор, либо же обновить свой старый, то рекомендую вам обратить внимание на Neoline Flash 2K Wi-Fi. Подробнее о нем можно узнать по ссылке в описании. Заходите и заказывайте. Короче, здесь ловить нечего. Надо лезть вниз, смотреть, что там еще. Или антифриз, может, все попадало, непонятно. Ну, прям видно, так, расплыл и ржавчина какая-то, непонятно. Ни на каких так нету, как здесь. В суд какой-нибудь. Он его может и выиграть. Можем что-нибудь самолет. По прокладке как бы ничего плохого нет. Ну, то есть просадки гильзы не видно, чтобы было. Эмульсии. Беда. Стружка какая-то там полезла. О, лезет. О, родила. Царица в ночь. Не то сына, не то дочь. Пипец тут коренному. Ой, шатунному вкладышу. Хана. Провернула его, видимо. Что эмульсия есть? Почему? На нем эмульсия. Ай. Маслица на меня нагналась. Так вот, ловкость рук, никакого мошенства. Буйтесь. Смотрите, что он творит. Ой, беда. Ой, беда. Беда. Кажется, провернул коренной вкладыш у нас тут. Как бы не один. Ладно, сейчас открутим мы. Здесь все. Залезем, посмотрим. Вот, видно, печалька. Либо это приклеилось просто это от другого какого-то. Это как-то сомнительно. Именно сюда залезло. Да, наверное, все-таки. Ну, там. Ага, вытек. Снимем сейчас, мы открутим модель 6-го. И вот я, видите, снял это с вкладыша. Я ж так и знал, что так будет. Для этого все корыто притащил. Один хрен, блядь, все обосрал.
Что ж ты будешь делать-то? Сука! Здесь течет, там течет. Хочется как-то аккуратно, но не получается. Тут все цело, не провернуто. Вопросов больше, чем ответов. Почему все так произошло? Лезет там. Там пипец. Ой, это шок-контент, конечно. Он так и норовит на место свернуться. Вернуться. Опа! Опа! О, какой шатун ровный. Колец нет уже. Вывалились, чтобы кольца еще вываливались. Это вообще какой-то трэш. Так, из-за чего все это случилось, так и непонятно. Ой, какой поршень. А какой шатун классный. Вообще. Бараний рот загнул. И самое печальное у нас вон там. Это, по сути, надо прессовывать этот самый ЕГР. Может, он прохудился и подавал сюда воду, подал на цилиндр, соответственно, он завел, поехал, и случился какой-то гидроудар, и размолотил это все. Либо форсунка, так, ну форсунка столько не зальет, никак, такое количество тут должно быть прям вообще большое. И непонятно, что с корнем все-таки, мы стружку видим, как будто бы провернуто. Сейчас откручу, посмотрим. Что-то в этом непонятно. Две проблемы, две печали, или одно другим потянуло. Нет, на резинке держится. Вот здесь вот. Или нет? Или мне показалось? А нет. Мне показалось, наверное. Это, наверное, поршень так. Или чем-то. Ладно, гильзу достанем, будем смотреть. Тут крышка всему. Ну, соседний, не знаю, скрывать его или не скрывать, там то же самое. Почти на всех, наверное, стружка. Тяжелая собака. Этим попробовать, может. Где уже там? Или... Ну, плюс-минус. Он еще ездил, то есть этой проблем не было. Если бы не эта проблема, была бы вот эта проблема.
То есть, пока это на это не сказалось ничего, ну, он начал прилипать, начал только проворачиваться, и еще чуть-чуть, и уже было бы, то есть, он приехал бы вот с этим. То есть, если бы не случилось то есть, это с этим не связано одно с другим. Ну, может, если он в разнос как-то пошел или из-за чего-то, ну, пока мы не выяснили, из-за чего это все началось. Вот. Такое ощущение, что это вот отдельно, было отдельно ситуация. Это прям настораживает. Снимать его, полностью разбирать и замерять. И после этого можно сказать, будет он живой или нет. Но, исходя из того, что он здесь уже начал крутиться, то есть он, вот я кручу, когда, короче, коленвал, у меня вкладыш крутится. Вкладыш прикипел к этому самому, к коленвалу. И что с этим можно было бы сделать? Понятное дело, там, где ему делали, могут вкладыши подкинуть и все, и дальше поедет. Так прям. Интересно. Как-то кольца вниз осыпались, то есть она снизу поломалась, юбкой ударила или что, я вот прям понять пока не могу. Вроде бы как все, ну есть только реально какой-то прям сильный гидроудар был. Видишь, она юбка гнула. Кольца поваливались вниз. Что-то вообще не пойму. Еще и тут вот что-то, видишь? Задиры. Тут как будто что-то попало. Чего он его могло прихватить? Если треснула гильза и сюда хлынул антифриз, соответственно, он вот ход вверх поршнем, то есть он вот это получил гидроудар, расколотил до конца гильзу и сам согнулся, и, соответственно, вот дальнейшее. То есть ты же ему голову сразу не остановишь двигатель. Но он выбило заглушки в этот момент, все это выбило, опустился вниз, уже гнутый шатун опустился ниже гильзы, кольца. Ну, то есть шатун согнуло, ниже опустилось, и уже кольцами, ну, там все вот начинает молотить, и вот это вот, то есть он уже из-под гильзы вылез. То есть он вот так вот вылез, и уже и загнулся вот в эту сторону, например, и уже толкает, ломая гильзу до конца по нижнему пункту. То есть это что касаемо этого. А вкладыш это вообще что-то уму непостижимо. Либо это, то есть, не лазили и уже подходил, и они дошли до своей. Кстати, этот же клиент мне сейчас и рассказывал, у него был DAF еще такой же, на стоянке стоял и загорелся. Работал все нормально, все хорошо, но другие машины сгорелись там или еще что-то, и его тоже сгорелось. И когда начали разбирать двигатель, увидели провернутые вкладыши коренные. Ну, то есть думали, там блок, колено продать, что живое останется, короче. Разобрали и обнаружили провернутые вкладыши коренные. При этом, говорит, машина работала, никаких проблем не было вообще абсолютно. То есть ни по давлению, ни по звуку никакому, ничего. То есть, ну, работала, ездила. Тут на стоянку остановилась, ну, загорелась, разобрали и в шоке, были в шоке. И как мы сейчас то же самое. То есть, ну, залезли, просто обнаружили, а так-то, я думаю, он, наверное, ездил с этим, то есть, ну, и не слышал, и не видел, потом случился гидроудар. А вот из-за чего он случился, пока мы не обнаружили. Попробуем еще поискать. Ну, мне вот смущает во впускном коллекторе ржавчина. Либо при ремонте осталось или еще что-то, либо все-таки попадал антифриз. Но он не жаловался, чтобы у него уходил антифриз. То есть, если по какому-то количеству он уходил, потихонечку, если только резко, раз там что-то где-то интеркулер, грубо говоря, прохудился, пока стоял на стоянке, затекло туда антифриз, он завел и гидроудар, и все. Ну, непонятно. Ну, примерно шестой, потому что наклонный, туда все стекло. Кованые, они ж кованые. Эти поршня кованые, то есть они не расколются, нет. Чугунные, если да, не будет колоться, эти кованые. Температура было время ударов. Вот здесь вот видишь, оно не прихватывало.
подвесчики имеются и прихваты. Очень интересно. Ничего не понятно, но очень интересно. С чего все выключилось? Вот это у нас водяного, а вот здесь у нас воздух. Здесь тоже сухо и не видно, чтобы антифриз шел. Конечно, надо было его прессовать, чтобы понимать. Больше не знаю. Ничего не понятно, но очень интересно. Что, на этом, наверное, все. Заканчиваем. В принципе, тут подразобрали. Сейчас мы все это озвучиваем владельцу данного автомобиля. И будет он принимать решение, что дальше с этим делать. Стоит нам дальше это все разбирать. Ну, если бы не вкладыш провернутый, то, по сути, наверное, можно поставить гильзу шатун-поршень и прессовывать ЕГР и смотреть, ну, и головку, соответственно, прессовывать, смотреть, что из-за чего это случилось, в первую очередь. И, соответственно, собирать двигатель на ход, то есть заменяв один только цилиндр. Но так как у нас вкладыши коренные оказались еще провернутые, ну, тут уже вопрос стоит о том, что его полностью надо разбирать, промерять блок коленвал и принимать какие-то решения уже исходя из этого, когда он будет разобранный и промеренный. Вот. Ну, мысли у клиента, конечно, уже есть поменять просто мотор, поэтому, наверное, на это и будем все-таки больше подходить. Ну, в любом случае, что он не решит, продолжение, если получится, тогда будет в следующем видео. На этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока! Что ж, друзья, вот такое видео у нас получилось. Я надеюсь, вам всем понравилось. Скажу наперед, что этот двигатель собирать клиент не будет. Он решил просто взять, купить другой двигатель и поставить его вместо того, который у нас сломался. Поэтому сборки этого двигателя сегодня не будет. В следующий раз появится такая же машина, мы, конечно же, вам покажем. Спасибо всем, кто был с нами эти несколько минут. Спасибо за вашу активность, за ваши лайки, комментарии, подписку на канал. Мы всех вас очень ценим и до встречи в новых видео. Кстати, друзья, я устроился на работу в компанию по подбору грузовиков. Если кому нужна помощь, обращайтесь, звоните, пишите. Все расскажу подробно, если у вас будет такой спрос. Поэтому все, всем пока. Разбор Груз, channel about trucks. Разбор груз. Канал о грузовиках.